Всем привет! Предлагаю посмотреть на недавние откровения менеджеров автосалонов, которые признались, что стояла и стоит задача конкретно навариться. Насколько автодилеры подняли цены в марте, почему они отказались выдавать уже оплаченные машины и зачем автосалоны хотят получить дилерство китайских марок, а также сколько сейчас приходится переплачивать за машины. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Давайте начнем с продажи старых машин по новым ценам. Менеджер говорит: в основном мы продавали Peugeot, Citroën, Opel и Renault. Большинство моделей импортные. Мы их растамаживали и привозили на автовозах. После событий в марте все поставки сразу прекратились. Но нам в течение пары месяцев подвозили те модели, которые уже стояли растаможенные в порту. Закупочные цены на уже отгруженные машины не поднимались. Они пришли к нам по старым прайсам, но выставили мы их дороже, просто потому, что была такая возможность. Так в марте продажи шли неплохо, люди скупали все, что можно. К примеру, коммерческий каблучок Citroën Berlingo на автомате до подорожания стоил 2 миллиона 100 тысяч рублей, после уже 3 миллиона рублей. При этом в закупке они стоили 1 миллион 750 тысяч рублей. Еще пример: Peugeot Traveler. В закупке стоил 2 миллиона 700 тысяч рублей, а мы его продавали за 4 миллиона. Наше руководство очень любит деньги, и нам просто сказали, нужно максимально навариться. И в итоге, тем клиентам, кто даже полностью оплатил автомобили 22-23 февраля, мы начали звонить и говорить, что машины им не продадим. Также поступили и мои коллеги в других крупных дилерских центрах. Мы просто возвращали деньги, либо предлагали доплатить сверх договора. Чтобы покупатели не возмущались, мы объясняли, что машина уже якобы пришла по новому курсу, и за уплаченные деньги мы автомобиль продавать не готовы. Мы говорили прямо: либо забирайте деньги, либо доплачивайте. Еще говорили, что машин по прежним ценам больше нет. Хотя они были. Ведь одно дело отдавать машину за 2 миллиона 200 тысяч рублей или продать ее уже другому клиенту за 3 миллиона. Некоторые клиенты хотели с нами судиться, но у них в основном были только предварительные договоры с небольшой предоплатой. Одному покупателю кто-то случайно сказал, что его машина пришла. Пришлось его переубеждать, а всем остальным дали указание говорить, что автомобиль просто не произвели. Ведь клиент никак не узнает, правда это или нет. Менеджер признался, что как такового дефицита автомобилей нет. Руководители многих автосалонов, как и нашего, рассчитывают, что им дадут дилерство китайцы. Но в Москве уже большая конкуренция. Почти у всех уже есть Хавейл, Chery, Jack и другие. И поставки по ним идут. Но цены не назвать выгодными. Они не заменят тех же Renault, которые продавали машины за 1 миллион рублей. В среднем китайцы стоят по 2,5 миллиона. При этом на складах еще есть другие европейские и японские модели, которые покупают охотнее. Ну и обещанная мною шутка юмора. Сегодня ночью проснулся от звука сигнализации. Выхожу во двор, а там чувак врезался в машину и молча дает мне штуку баксов. А я ему говорю: ты шо, бухой? А он мне еще штуку дает. А мне вообще заебись, машина все равно не моя. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Открыли ли вы что-то новое для себя? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните, работа — это в первую очередь способ получения денег.